Слава Украине, привет всем от Полонского. Чем ближе конец апреля и начало мая, тем более насыщенным становится парад Победобесия, который будет на Москве. Это просто, ребята, цирк. Я не особ... Ну, а сам парад точно будет цирком, потому что, ну, смотрите, танки, которые там пойдут, я не знаю, где они их возьмут, мы, может, какие-то еще там танки не дожгли, тут я не в курсе, и у них что-то там осталось, там где-то на заводах их соберут, да, заведутся, да еще и проедут, ну, тогда вообще красота. Армату же, может, покажут, которую до фронта таки не довезли, потому что она никуда не годная, картонная дурилка. Вот, и эти вот колченогие ветераны СВО пройдут тоже, наверное, да? Хотя им бы, знаете, под гитлеровскими бы флагами пройти, так было бы более актуально. Ну да бог с ними. Тут интересна публика, которая останется по другую сторону, то есть зрителями. Кто приедет к Путину в гости на этот, так сказать, Господи спаси, парад. Ну, там вообще, там такая компашка подбирается, о которой, ну, стоит поговорить. Итак, туда едет, я уже об этом говорил, Фицо. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии. Напомню, Словакия во Вторую мировую войну воевала на стороне Германии. То есть, ну вот так это было. С этим я ничего поделать не могу. Так это было, да. Вот, и вот, соответственно, ну, конечно же, как же не приехать к союзничку, да? Напомню, что первые 2 года Советский Союз тоже воевал на стороне Германии, только против Польши. Помним, да? Вот. 39-41 год Советский Союз вместе с Германией воевал сначала против Польши, потом против Великобритании, ну и так далее. Это мы все помним, да. Дальше Фицо приезжает. Орбан приезжает. Венгерское чудо, да, пузатое. Ну, тут надо сказать, тут даже нечего разговаривать. Венгры стопроцентные были союзники Гитлера с 41 по 44 год, да, железно там все это они воевали, они вместе с Гитлером в одном окопе сидели, как говорится. Замечательный, тоже говорю, замечательный такой посетитель парада. Ну и, может быть, тут трудно сказать по этому товарищу, но, может быть, будет товарищ Ким Чен Ын. Дорогой, блистательный. Но это если он вернется с Солнца. Он же периодически летает на Солнце туда. Вот. Ну, на Солнце он тоже не так часто летает. Он летает туда тогда, когда сборная КНДР по футболу выигрывает очередной чемпионат мира. Вот. Он сразу, значит, на радостях туда летит на Солнце. Вот, и потом, значит, выходит, там чистит ботинки, возвращается назад. Так вот, если он вернется с Солнца, соответственно, посетит парад. Тут тоже интересная такая подоплека. Дело в том, что большинство корейцев, которые участвовали во Второй мировой войне, они участвовали в составе японской армии. Это было очень престижно на тот момент, на тот момент неразвитой Кореи воевать за японскую армию, увы и ах. Да, японцы были колонизаторами и т.д. и т.п., но корейцы считали, некоторые из них, по крайней мере, многие из них, считали за честь воевать вот в составе японской армии. Угу, да. Вот, так что тоже очень интересный такой посетитель будет. Пока я с этой стороны не вижу никого, да. Вот, ну кто еще приедет? Ну, замечательные товарищи приедут из Мали. Из Мали приедет местный там главарь хунты, я, честно, от Траоре фамилия или еще как-то, не суть важно. Они там периодически меняются, одни хунтачи прогоняют других хунтачей, вот, на них место приходят третьи хунтачи, вот. Пока что там уже Мали развалилась на 2 страны, можно сказать. Одна из них это непосредственно Мали, другая республика Азавад, это туареги, которые воюют против центрального правительства в Бамако. Там, короче говоря, полный хаос, неразбериха. Единственное, что помогает выжить вот этим хунтачам Бамако, это, скажите мне, вагнеровцы. Вагнеровцы, да, которые там находятся и на штыках которых, собственно говоря, вот эта хунта и существует. Вот он приедет, значит, на празднование Победобесия. Один только вопрос, я не очень понимаю, каким боком Мали относится ко Второй мировой войне. Я не знаю, я так понимаю, что малийская армия там стеной в Сталинграде стояла, как-то так, ну, по новой, там сейчас по новой российской истории, как оно там получится, не в курсе. И такая же картина, вроде бы приедет хунтач из Буркина-Фасо, не менее замечательная республика, чем Мали. На карте ее хрен найдет, но по большому счету она нахрен никому и не нужна. Вот. Кто еще собирается приехать? И да, еще будет парочка персонажей, которые просто, ну
ну вот просто замечательные персонажи. И знаете, вот будут стоять рядом и будут, наверное, лобызаться в десны. Приезжает президент так называемой Палестины, да, туда. Кстати, тоже очень интересный момент, потому что ну, Палестины на тот момент не было никакой, но был этот муфти Иерусалимский был. Вот, тогда он, ну, в общем-то, административную власть собой представлял. Есть все бы ничего, но есть одна небольшая деталь. Иерусалимский муфтий полностью был на стороне Гитлера, да, во Вторую мировую войну. Поэтому еще один товарищ с той стороны, как бы, я не очень понимаю, что они праздновать там собрались, если все, как говорится, собралась публика, которая воевала по другую сторону баррикад, вы меня поняли, включая Советский Союз, вы же понимаете, да? Очень интересная публика собралась, да. И, знаете, вишенка на торте, вот, да, Мадуро приедет, потому что, ну, Венесуэла, это ж понятно, они Берлин брали. Тут даже не буду говорить. Вот, но вот я вот как раз за эту Палестину хотел, да, говорить, вот. Конечно, вот в этой замечательной команде, замечательно, абсолютно поразительно и великолепно будет смотреться официальное участие израильского посла. Да, который там тоже приедет на победобесие и будет там, как говорится, фигурировать. Вот я только не могу вот понять до конца. Они будут, вот, израильский посол и президент этой Палестины, так сказать, они будут рядом как-то стоять на трибуне, лобызаться будут, ручку жать будут, тёмкаться будут, кричать «Ура!» и чепчики бросать будут. Вот хочу, вот это я хочу посмотреть.